моя прелестная. Позволь объяснить тебе, отчего мысль о тебе в моем доме кажется мне столь естественной и столь же необходимой, как дыхание весеннего воздуха необходимо после долгой зимы. Я не ищу спутницу жизни ради утилитарных удобств. На кухне, как и в иных домашних делах, я вполне самодостаточен. Судьба щедро наделила меня не только вкусом к хорошей пище, но и возможностью дарить ее тем, кого я желаю видеть рядом. Прелесть совместных трапез для меня не в умении их готовить, а в тихой радости смотреть в глаза той, кто сидит напротив, наслаждаясь каждым мгновением, разделенным за одним столом. Мне не требуется ни искусная хозяйка, ни усердная домоправительница. Мой дом, как и жизнь, давно устроен со всем удобством. Забота о его чистоте поручена тем, кто исполняет свое дело с безупречным мастерством. Время, что другие тратят на хлопоты, я берегу, чтобы посвятить его тому, кто действительно способен украсить каждый мой день. Тебе. И все же, несмотря на внешнее благополучие, есть одна единственная потребность, которую ни одна служба, ни одна техника, ни один комфорт не способен удовлетворить. Это присутствие женщины, чье дыхание согревает, чья улыбка озаряет, чья мягкость и живость делают сам воздух вокруг особенным. Я говорю о тебе. Ты нужна мне не для того, чтобы облегчать быт, а для того, чтобы наполнять смыслом мое существование. Я хочу слушать твой голос, вглядываться в твое лицо и быть свидетелем каждого проблеска нежности в твоих глазах. Я жажду сделать тебя счастливой не обещаниями, а делами. Оберегать, поддерживать, вдохновлять. Я мечтаю, чтобы ты раскрывала себя рядом со мною, не ради меня, а ради себя самой. Чтобы осуществляла давние желания, которым, быть может, судьба не позволила тебе прикоснуться раньше. Я хочу, чтобы в моих руках ты чувствовала не ограничение, а простор для полета. Мне близка мысль о тихих прогулках с тобой по музеям, театрам и галереям, где гений человечества встречается с душевной глубиной. Я хочу обсуждать с тобой увиденное, разделять восхищение и чувствовать, как наши сердца откликаются на одни и те же порывы. Но, возлюбленная, я не скрою того, что мои чувства к тебе не лишены страсти. Вечера с тобою я воображаю окутанными теплотой, шелестом дыхания, тайным трепетом тел, нашедших уединение и упоение друг в друге. Я желаю, чтобы таяла ты в моих руках не из-за власти, а от любви, которая возвышает и очищает. Чтобы наши мгновения близости были не просто сладострастны, но священны в своей искренности. И я хочу вечерами подолгу заниматься с тобой любовью, с моей единственной, чистой женщиной. Я хочу доводить тебя до оргазма. Я всегда успею получить свою восхитительную порцию удовольствия. Я хочу, чтобы именно ты чувствовала себя необыкновенно желанной, расчувствовавшейся и умилостивившейся от прилива самых трепетных чувств рядом со мной. Если я сумею подарить тебе ощущение, что ты любима и желанна, что рядом со мной твоя душа покоится в уверенности, а тело цветет в нежности, тогда и только тогда я познаю полноту собственного счастья. Вероятно, ты назовешь меня слишком хитрым мужчиной и, возможно, даже эгоистом,
думающим о собственных желаниях счастья. И да, ты будешь права. Мой путь к собственному счастью лежит только лишь через путь, где счастливой будешь ты. Остаюсь самыми искренними чувствами. Твой преданный и восхищенный поклонник, так и ни разу не познавший вкуса твоих чувственных губ.